Лестница Якова. Научно-популярный документально-анимационный фильм. И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Книга Бытия. «О, Господи! Это невозможно!» — воскликнул Гоббс, когда впервые познакомился с доказательством теоремы Пифагора у Евклида. Карл Поппер. Предположение и опровержение. Часть вторая. Вверх по лестнице, ведущей вниз. Когда мы говорим «это очень сильный человек», мы что имеем в виду? Самое простое – этот человек может поднять тяжелую штангу. А когда мы говорим «это очень умный человек», мы что имеем в виду? Что он умеет решать трудные задачи. Но ведь задачи существуют не только в математике или физике. Из-за того, что слово «задача» популярно не во всякой человеческой деятельности, вовсе не следует, что в этой деятельности нет своих умных и своих глупых. Так или примерно так рассуждал американский ученый Ховард Гарднер, когда в 1983 году предложил свою концепцию под названием «множественный интеллект». В своей последней версии эта модель включает 10 направлений: математика-логика, лингвистика слова, музыка, пространство зрения, телодвижение, межличностное, внутриличностное, природа, бытие и мораль. Действительно, человек, хорошо решающий логические задачи, вовсе не обязательно обладает музыкальным слухом. А тот, кто хорошо танцует, вовсе не обязательно безупречен в моральных вопросах. У этой модели есть, однако, серьезный недостаток. Она исходит из наблюдаемых явлений и не пытается выяснить, что же за ними стоит. Такие модели весьма успешны на первых порах, но быстро доходят до предела своих возможностей и не дают потомства. Поневоле вспомнишь древних китайцев, считавших, что мир состоит из 5 элементов. Примерно в это же время другой американский психолог Клэр Уильям Грейвс сформулировал свою концепцию интеллекта, которую он назвал «спиральная динамика». Концепция Грейвза абстрактна и туманна одновременно. Вот почему до самой своей смерти в 1986 году Грейвс был практически неизвестен за рамками узкого профессионального сообщества. Первая книга, излагающая его взгляды для широкого читателя, вышла только в 2005 году. Представьте себе, что вы встретили древнего китайца и на его родном древнекитайском языке рассказываете ему, что воздух – сложная субстанция, состоящая из кислорода, азота, водяного пара, углекислого газа и аргона. Вот примерно такой вид бывает у сторонников Ховарда Гарднера, когда ему рассказывают теорию Клэра Грейвза. Правда, нам трудно себе представить, что Менделеев опубликовал свою таблицу в 1869 году. А почему она так устроена, стало ясно только в 1925 году, когда один из авторов квантовой механики Вольфганг Паули сформулировал свой знаменитый принцип. Но история ускоряет свой ход. С момента смерти Архимеда до математических начал натуральной философии Ньютона прошло почти 18 веков. С момента смерти Менделеева до принципа Паули прошло всего 22 года. С момента смерти Грейвза до моей теории уровней прошло всего 3 года. Согласно Ньютону, конечная площадь фигуры складывается из бесконечного числа бесконечно малых элементов площади. Согласно Менделееву, вещество есть собрание огромного числа одинаковых атомов, невидимых глазу. Согласно моей теории, всякая человеческая деятельность складывается из элементарных задач. Химических элементов известно сегодня чуть более 100. Согласно моей теории, существует 8 типов элементарных задач. Просто. Неправда. Помните камень, который мы с вами нашли на берегу моря? Пока мы наслаждались пейзажем, мы видели все и не видели ничего. Чтобы увидеть конкретный камень, нам пришлось сузить поле внимания до одного объекта.
Существует ровно 8 разных способов сузить свое поле внимания. Почему их ровно 8, я расскажу позже. А теперь мы готовы к тому, чтобы выстроить свою собственную методологию и свою собственную логику, выделив в них все те же 8 ступеней или уровней. На каждом уровне мы увидим 2 логические категории, 2 умственные операции и еще один вопрос. Итого 5 инструментов познания. Умственные операции я отнесу к методологии, категории к логике, а вопросы относятся и к тому, и к другому. 8 ступенек логики и методологии можно проиллюстрировать на любом материале, например, на шахматах. Вообразите, что перед вами маленький ребенок, никогда не игравший в шахматы. Абстрактное мышление у него пока еще не очень развито, но есть одна фигура, очертания которой весьма конкретные. Знаешь, что это? Это конь. Сейчас мы применили 2 базовые умственные операции – узнавание и наименование. 2 логические категории – имя и вещь. И один вопрос – что это? Все это первый уровень, один объект в поле внимания. Второй уровень. Шахматных фигур много, все они разные, но можно увидеть, что половина из них светлая, половина темная. Шахматисты говорят, это белые, а это черные. Умственные операции, развлечение и разграничение, категории, пространство и граница. Вопрос, где это? Второй уровень, много объектов в поле внимания. Третий уровень. Как известно, шахматные фигуры неравноценны. Ферзь сильнее всех, ладья слабее ферзя примерно в 2 раза, конь и слон слабее ладьи примерно в 1,5 раза, а пешка в 3 с лишним раза слабее самой слабой фигуры. Теперь у нас в поле внимания один процесс. Умственные операции, упорядочение и предельный переход. Категории, время и движение. Вопрос «когда?». Четвертый уровень. Давайте расставим фигуры на шахматной доске и заглянем в правила. Оказывается, у каждой фигуры свои ходы. И теперь нам приходится держать в поле внимания много процессов. Умственные операции, распределение ролей, соблюдение правил, категории, классы и сценарии. Вопрос «как?». Пятый уровень. Прелесть шахмат в том, что ты не знаешь заранее, какой ход выберет твой соперник и на каком участке поля разгорится борьба. Поэтому у тебя все время приходится следить за доской. Я называю это «одна карта в поле внимания». Умственные операции, импровизация, принятие решения в ситуации выбора. Логические категории, свобода и случайность. Вопрос «кто?». Шестой уровень. Если вам хочется стать настоящим шахматистом или, по крайней мере, чаще выигрывать у ваших соседей, чем они у вас, вам придется запастись учебниками шахматной игры. Но читать шахматные учебники может не каждый, ведь для этого нужно держать много карт в поле внимания. Умственные операции, расчет вариантов и прогнозирование, сомнения и доказательства. Категории, причины и следствия, вопрос «почему?». Седьмой уровень. Человечество любопытство – великая сила. Продолжая изучать теорию, мы с одной стороны добираемся до задач и этюдов, а с другой стороны до всякого рода сказочных шахмат. Так мы начинаем понимать шахматы как систему. Умственные операции, удивление и изобретение. Категории парадокс, смена парадигмы. Вопрос «а что если вот так?». Восьмой уровень предполагает, что вы видите сразу много систем и не просто видите, а видите изнутри. И внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябания. Александр Пушкин. Умственные операции. Моделирование чужого сознания как неоднородного своему. Глядение на мир чужими глазами. Категории. Интуиция. Предвидение отдаленных последствий. Вопрос. А что потом? Есть еще 2 категории, которые живут в логике ниже первого уровня. Это категории бытие и ничто. Итого 24 инструмента в методологии и 18 в логике. Трудно, а никто не обещал, что будет легко. Этим заканчивается наше полное построение методологии и логики.
а вместе с этим полное построение философии. Самое интересное то, что правильное познание чего бы то ни было всегда идет по этим 8 ступенькам снизу вверх, и каждый шаг дается с трудом. Вы собрались изучать человеческую деятельность вообще? Отлично. Этот термин «человеческая деятельность» говорит о том, что вы взобрались на первую ступеньку познания, применили умственные операции, узнавание и наименование. Вы научились, подобно Ховарду Гарднеру, видеть разные деятельности, отличать логические задачи от этических и музыкальных? Превосходно. Значит, вы взобрались на вторую ступеньку познания и применили умственные операции, развлечения и разграничения. Вы упорядочили деятельности по их структурной сложности и, подобно мне и Клеру Уильяму Грейвзу, выстроили их от первого уровня до 8-го. Великолепно. Значит, вы взобрались на третью ступеньку познания и применили умственную операцию линейное упорядочение. Постепенно мы с вами освоим правила работы с этими новыми инструментами, ответим на вопросы «как?», и это будет 4-я ступенька. Вы почувствуете уверенность в своих силах, начнете сами применять эти инструменты в своей повседневной жизни, импровизировать, и это будет 5-я ступень. И тогда у вас возникнет вопрос «почему?», характерный для 6-й ступеньки. Почему непрерывное, на первый взгляд, возрастание сложности надо разрезать именно на 8 частей? Почему не на 5, не на 10, не на 15? У меня есть ответ на этот вопрос, и этот ответ кажется мне настолько важным, что я не буду ждать, пока вы в своем собственном темпе освоите 4-й и 5-й уровень понимания моей теории, а изложу ответ 6-го уровня прямо сейчас. Это современный город. Много машин, механизмов, большинство из которых мы даже не видим. А это современное государство, множество социальных машин и механизмов, иногда явных, но чаще скрытых. Все машины и механизмы подчиняются законам физики. Если вы только начинаете изучать физику, вам лучше рассмотреть несколько самых простых механизмов. Все социальные машины и механизмы подчиняются объективным социальным законам. Но если вы только начинаете изучать общество, вам лучше выбрать для анализа несколько самых простых социальных машин. Давайте рассмотрим 2 такие социальные машины – армия и наука. Сначала попробуем определить, что у этих машин общего и в чем отличие. Общее. И в армии, и в науке есть верх, низ и середина. Верх. Условные генералы и ученые придумывают новое. Низ, условные солдаты и студенты, это новое принимают к запоминанию и исполнению. И есть середина, условные офицеры и преподаватели, задача которых в том, чтобы информацию, сгенерированную наверху, передать вниз, к тем, кто ее там внизу ждет. Верхний слой я называю авторы, нижний – потребители, средний – трансляторы. А теперь попробуем определить, чем эти 2 машины отличаются друг от друга. Армия управляется конкретными решениями, приказами, и всегда известно, кто, когда и где должен этот приказ исполнить. Наука управляется идеями, нормами, правилами, принципами. Эти принципы не привязаны к месту, времени и исполнителю, они сделаны так, чтобы их применяли многие и многократно. Чем больше будет этих многих, тем лучше. В реальных университетах тоже бывают приказы, а в реальных армиях тоже бывают уставы. Но сейчас мы говорим об идеальных социальных машинах и вправе об этой оговорке забыть. Итак, в 2 социальных машинах мы видим 6 разных ниш. В каждой такой нише скапливаются задачи вполне определенной структурной сложности. Это как если бы яблоки падали с дерева случайным образом, а корзины, стоящие под деревом, накапливали их совершенно определенным образом. Убедимся еще раз в том, что обнаруженные нами 6 информационно-управленческих ниш в точности соответствуют первым 6 состояниям поля внимания. Солдат. 1 объект в поле внимания, 1 команда к исполнению. Стой! Раз, два. Студент. Много объектов в поле внимания. 5 экзаменов в сессию, на каждом экзамене по 40 билетов, на каждый билет отдельная шпаргалка. Офицер.
один процесс в поле внимания. Марш-бросок на северо-восток, к закату дойти до реки и разбить там лагерь. Преподаватель. Много процессов в поле внимания. На первой в партии студент записывает, на второй играет в тетрис, на третьей развлекает девушку, а есть ведь еще, собственно, ход лекции, и это отдельный процесс. Генерал. Карта военных действий лежит на столе, и он по этой карте принимает решение. Ученый. Перед ним множество книг, и в каждой книге своя карта идей и событий. Невозможно написать свою книгу, не соотносясь с этими книгами и с этим множеством карт. Вот такое точное соответствие между нишами в управлении и уровнями поля внимания. А теперь попробуем понять, почему уровней не 6, а больше. Находясь внутри системы, все равно какой системы, этого понять нельзя. Именно 7-й уровень хочет увидеть границы системы и выглянуть за ее пределы. А вот 8-й старается увидеть сразу много систем. Поэтому нам придется, кроме понятия ниша, ввести понятие стратегия. Если человек с детства решил, какую нишу он займет, когда вырастет, и вырос, и там живет, я буду говорить, что это статическая стратегия. А если человек переходит из ниши в нишу и не может остановиться, то я буду говорить, что это динамическая стратегия. Если человек не хочет вообще ни в какую нишу, а хочет уйти из общества и жить вне всяких ниш, я буду говорить, что это нулевая стратегия, и такого человека я называю аутсайдером. Аутсайдер общества не предъявляет никаких требований, и он вполне может, если захочет, опуститься ниже первого уровня поля внимания. Я называю это нулевой уровень. Статические стратегии, как мы уже знаем, соответствуют авторам, трансляторам, потребителям. Это уровни с 1 по 6. Динамические стратегии предполагают, что человек всю жизнь переходит из ниши в нишу. Если он меняет ниши правильным образом, то я называю такого человека странником. Странник может двигаться по нишам, где принимаются конкретные решения, например, изобретатель. Он путешествует по нишам 1, 3, 5 и так далее. Такой уровень, изобретательский, я называю 7-м. А есть странники, которые двигаются по нишам четным, 2, 4, 6 и так далее. Они изучают новые и новые системы, культуры, языки. Я называю их уровень 8. Динамические стратегии бывают не только правильными, но и неправильными, когда человек меняет ниши не в определенной последовательности, а как захочется в данный момент. Такого человека я называю инвайдером, по-русски проникающим, вторгающимся. То, что демонстрирует нам инвайдер, я отношу на 9-й уровень. 9-й уровень не только видит много систем, но и умеет действовать в условиях такого переизбытка информации. В некоторых случаях усложнение структур, которые человек способен удерживать в поле внимания, видно невооруженным глазом. Хороший пример – история изобразительного искусства. Вы, конечно, знаете эту картину «Рождение Венеры». Ее нарисовал художник Сандро Боттичелли. А вот это Амьенский собор в Пикардии, на северо-западе Франции. Он считается самым большим и современным готическим сооружением. Если спросить, какое из двух произведений сложнее по своей структуре, то по числу элементов собор, конечно, сложнее. А вот как быть по уровням? А по уровням получается, что собор проще. Чтобы охватить взглядом собор, достаточно удерживать в поле внимания параллельные процессы. И созерцание собора есть задача 4-го уровня. А вот картину Боттичелли так уже взглядом не охватить. Линии и движения элементов этой картины принципиально не параллельны. Они разбегаются по плоскости, заполняя ее, и поэтому созерцание картины Боттичелли есть задача 5-го уровня. Но ведь они и правда из разных эпох. Так может быть у каждой эпохи свой любимый уровень? Давайте попробуем выстроить историю изобразительного искусства по уровням.
а заодно по эпохам. Итак, Средневековье – 4-й уровень. Цивилизация древнего мира, очевидно, 3-й уровень, один процесс. Причем 3-й уровень является системообразующим для всех цивилизаций древнего мира. От древних хеттов до поздних римлян. Лента, обвивающая колонну, это линейный рассказ о жизни и подвигах императора. И она тоже линейна. Итак, древний мир – это 3-й уровень. А где нам найти композиции 2-го уровня, где много объектов, но нет еще ни одного процесса? Вот, например, сцены первобытной охоты, неолит. Очевидно, это много объектов. 2-й уровень. Здесь нет еще ни одного процесса. А вот, наконец, 1-й уровень – одиночный символ, например, солярный знак. Это достаточно поздняя форма солярных знаков, а это еще более поздняя. Но нам известны и более ранние формы этого знака. Например, китайский иероглиф и астрономический символ Солнца. Видимо, этот последний знак и надо считать исходным. Если же двигаться по стреле времени от эпохи Возрождения в нашу сторону, то легко узнать 6-й уровень, где много карт плоскостей. Вот, например, картина Айвазовского «Девятый вал», характерный шедевр XIX века. В первой половине XX века системообразующим становится 7-й уровень, когда художник пробует выйти за границы привычного мира. Например, как Марк Шагал, или Пабло Пикассо, или Василий Кандинский. Немногие художники решились выйти в 20 веке на 8-й уровень, но такие все же есть. Вот, например, Чурлёнис. Нам до этой сложности еще расти и расти. Вывод отсюда следует вот какой. Исторический прогресс существует, и его можно измерить. Следующая эпоха наступает тогда, когда эталонным становится мышление следующего уровня. Итак, модель уровней, которую мы сформулировали на стыке социологии, психологии и логики, хорошо описывает историю человечества, взятую в первом приближении. Покажем теперь, что она хорошо работает и в педагогике. Это Гренвилл Стэнли Холл. В 1878 году он первым в Соединенных Штатах получил докторскую степень в области психологии. А это его лаборатория для психологических исследований. Она открылась в 1883 году и считается первой такой лабораторией в Соединенных Штатах. Главная идея Холла, которую тогда поддержали многие, педагогика должна базироваться на знании детской психологии. Но в детской психологии не было тогда совсем никаких объединяющих идей, и Холл предложил в качестве руководящей идеи взять придуманный им социогенетический закон. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера утверждает, что зародыш живого существа до своего рождения проходит стадии, которые проходил его вид. Например, зародыш человека и зародыш рыбы на ранней стадии имеют жабры. Значит, человеческий зародыш проходит стадию рыба, так же, как эту стадию проходил его вид Homo sapiens. Социогенетический закон Холла утверждает, что человек от рождения до взрослого состояния повторяет эпохи истории человечества. Простейший пример. Дети играют в охотников, потому что их предки охотились на мамонтов. Книга Холла «Отрочество» изобилует такими примерами. Оба закона чрезвычайно просты и чрезвычайно красивы, оба не признаются современной наукой. Но на этом сходство кончается. Биогенетический закон поставил целое семейство проблем, на которые биологи вынуждены отвечать и отвечают. А социогенетический закон канул в лету, практически не оставив следов. Тем не менее, социогенетический закон в первом приближении справедлив. Только сначала надо уточнить, какие именно события повторяются и как события одного ряда отождествить с событиями другого ряда.
Посмотрите на эти рисунки. И вот на эти. И то, и другое, и третье, второй уровень. Здесь много объектов, но нет еще ни одного процесса. Такие рисунки характерны для художников неолита и для современных детей от 3 до 6 лет. А вот в 6 лет дети всего мира идут в школу, и там осваивают деятельность 3-го уровня. Они учатся читать, писать и считать. Итак, с 3 до 6 лет второй уровень, с 6 до 9 третий. Разумно предположить, что до 3 лет ведущий уровень первый, узнавание и наименование. И действительно, большую часть словарного запаса мы приобретаем именно в эти годы. А после 9 лет разумно предположить, что на первый план выходит 4-й уровень. И вот почему. Приведу 2 факта, которые я наблюдал лично. Полагаю, что эти наблюдения может повторить каждый. Факт первый. Школа. В классах идут уроки. Если в 1, 2, 3 классе учитель даст задание и на минутку выйдет за дверь, в классе тишина. Только и слышно, как ученики сопят от усердия. А вот если в 4 или, не дай бог, в 5, сразу шум. Каждый хочет заглянуть в тетрадку к соседу. Вывод. С 6 до 9 лет поле внимания удерживает один процесс – я пишу. А вот с 9 лет и до 12 уже много процессов. Я пишу у себя, а ты у себя что пишешь? Факт второй. Если пятиклассники играют в футбол с первоклассниками, они легко выигрывают. Даже если пятиклассников двое, а первоклассников целый класс. Один пятиклассник бегает по полю, первоклассники бегут за ним толпой. Второй пятиклассник остается один, поджидает пас и забивает мяч в ворота. Почему так происходит? Первоклассники, им 7 лет, могут удержать в поле внимания только один процесс, и поэтому все они бегут за мячом. Договориться так, чтобы один бежал за мячом, другой подстраховывал, третий бросался в ноги, то есть договориться о распределении ролей, им не по силам, поскольку это требует удержать в поле внимания параллельные процессы, 4-й уровень. А вот пятиклассникам в 11 лет это вполне по силам. В 12-13 лет подросток с 4 уровня переходит на 5-й. Откуда это видно? Во-первых, во многих религиозных конфессиях, в иудаизме, в католичестве и других, 12 лет для девочек и 13 лет для мальчиков – это возраст вступления во взрослую жизнь. У католиков оно называется конфирмация, у иудеев – бат-мицва и бар-мицва. Аналогичный обряд есть, по-видимому, у каждой большой конфессии. Во-вторых, в современном мире есть даже такой термин – тинейджеры, то есть подростки с 12 до 19 лет. У них свой особый мир, главное в нем – свобода воли. И это как раз соответствует эпохе Возрождения, эпохе больших путешествий и географических открытий. 6-му уровню соответствует поиск целостного мировоззрения, и он приходится лет на 15. На 7-й уровень хорошо бы выйти к 18 годам, на 8-й уровень к 21. В целом можно утверждать, что среднестатистический ребенок-подросток каждые 3 года должен переходить на следующий уровень, чтобы к 21 году ставить вровень с современной цивилизацией. Итак, мы получили свой вариант социогенетического закона на основе теории уровней. А теперь давайте наложим этот закон на нашу общеобразовательную школу. Получается, что все школьные задания сводятся к знанию и исполнению линейных алгоритмов. Получается, что вся школьная программа тренирует мышление 3-го уровня, а все остальные уровни подавляет. И мы вместо европейца 21 века получаем на выходе древнего хетта или древнего египтянина. И это, конечно, проблема, которую надо решать незамедлительно. А о том, как это сделать, мы поговорим в следующих сериях.